Привет, ARMY. Что именно произошло после прибытия участников BTS в Дубай? И почему один маленький сюрприз от Чингука заставил миллионы поклонников по всему миру замереть от изумления и покрыться мурашками? Этот вопрос внезапно стал коллективным шепотом в социальных сетях всего через несколько минут после того, как широко распространилась новость о прибытии всех участников BTS в Дубай, город, который известен не только как центр мировой роскоши, но и как стартовая площадка для самого ожидаемого мирового турне последних лет. Официальных объявлений, разъясняющих детали момента, когда они впервые ступили на землю Ближнего Востока, не было. Никакие прямые трансляции не запечатлели каждую секунду происходящего, но именно в этом вакууме взорвались догадки, эмоции и общественное любопытство. Говорят, что Чингук, Золотой Макне, сделал нечто совершенно неожиданное для Тэхёна. И этой спонтанной реакции, запечатленной лишь мельком в отрывках видео от персонала и мимолетных выражениях лиц в аэропорту, было достаточно, чтобы ARMY задались вопросом, это просто дружеский жест или намеренно скрытый глубокий смысл? Дубай в те дни был не просто транзитным городом. Он стал свидетелем начала эмоционального повествования, которое слой за слоем складывалось воедино с момента новости об отъезде BTS из Южной Кореи. С тех пор, как разлетелись фотографии из аэропорта Инчхон, фанаты почувствовали иную атмосферу. Выражения лиц участников выглядели спокойнее, задумчивее, как будто они хранили в себе груз смыслов, которые еще не готовы были озвучить. Чингук несколько раз смотрел на Тэхёна не со своей обычной жизнерадостной улыбкой, а коротким взглядом, который было трудно расшифровать. Сам Тэхён выглядел спокойным, почти меланхоличным, одетым в простую одежду, но с аурой, заставившим многих сказать, в этот раз Ви выглядит иначе. Была ли это разница лишь усталостью от долгого перелета? Или он о чем-то напряженно думал? По прибытии в Дубай самым ожидаемым моментом была, казалось бы, тривиальная вещь, как они отреагируют после долгого полета и как будут взаимодействовать друг с другом при выходе из самолета. Но именно в этот момент началась история, ставшая вирусной. Согласно нескольким источникам из окружения группы, Чингук специально подошел к Тэхёну еще до того, как они вошли в здание аэропорта. Не было ни длинных речей, ни блеска камер, только короткое действие, которое мгновенно вызвало эмоциональную реакцию у Тэхёна. Эту реакцию, хоть ее и поспешили скрыть, заметили те, кто был рядом, слегка расширенные глаза, маленькая сдержанная улыбка и пауза молчания, которая показалась дольше обычной. Что именно сделал Чингук? Этот вопрос быстро разнесся среди ARMY, породив множество конкурирующих теорий. Некоторые говорят, что Чингук подарил ему какую-то личную вещь, значимую только для них двоих. Другие верят, что сюрпризом был не предмет, а короткая фраза, полная смысла, слова, которые могли относиться к их долгому пути как группы или к эмоциональным вызовам, с которыми им предстоит столкнуться во время мирового турне. В мире К-поп, где все тщательно продумано, именно эта неопределенность делает момент таким настоящим и волнующим. Чтобы понять, почему эта реакция так удивила всех, нужно взглянуть на контекст отношений Чингука и Тэхёна, которые длятся уже более 10 лет. Они не просто коллеги по группе, но и свидетели роста друг друга, от неопределенного периода стажировки до становления мировыми иконами. Множество моментов в прошлом показывали, насколько сильна эмоциональная связь между ними. Но Чингук редко выражает это публично в официальные моменты. Вот почему, когда появилась новость об этом сюрпризе, ARMY сразу почувствовали, что происходит нечто более глубокое, чем обычно. Сам Дубай добавляет символизма этой истории. Город часто описывают как место встречи прошлого и будущего, традиций и современности. Для BTS, который сейчас находится в переходной фазе как личности и как глобальная группа, прибытие в Дубай для мирового турне ощущается как новая точка отсчета. Многие фанаты увидели в сюрпризе Чингука своего рода эмоциональный маркер, словно он хотел сказать Тэхёну «Мы здесь. Мы все еще вместе, что бы ни случилось впереди». Является ли такая интерпретация излишней? Возможно. Но в мире фандома эмоции часто говорят громче, чем скупые факты. Вскоре после того, как слух распространился, социальные сети наводнили реакции. Хэштеги, связанные с Чингуком и Тэхёном, мгновенно взлетели в топ с миллионами твитов, пытающихся собрать осколки информации в единую историю.
Некоторые фанаты признавались, что плакали, просто читая краткое описание выражения лица Тэхёна. Другие чувствовали тревогу, задаваясь вопросом, не связан ли сюрприз с чем-то более серьезным, возможно, временным прощальным посланием или размышлениями об их долгом пути. С другой стороны, некоторые видят в этом момент единения, доказательство того, что за плотным графиком и мировым вниманием BTS остаются группой друзей, которые эмоционально поддерживают друг друга. Интересно, что агентство решило не давать подробных разъяснений. Это молчание лишь подогрело любопытство публики. В мире шоу-бизнеса молчание часто говорит больше 1000 слов. Не опровергая и не подтверждая слухи, истории позволяют расти органично, питаясь коллективными эмоциями фанатов. Каждое новое фото из Дубая подвергается анализу. Каждый жест на сцене переосмысливается через призму этого сюрприза. Концерты мирового турне в Дубае ждали долго, не только из-за масштабов шоу, но и потому, что этот момент знаменует возвращение BTS на международную арену в полную силу. Но теперь у концерта появился дополнительный смысл. Многие фанаты чувствуют, что станут свидетелями не только музыкального выступления, но и продолжения эмоциональной истории, начавшейся по прибытии в этот город. Будут ли Чингук и Тэхён вести себя иначе на сцене? Отразится ли сюрприз в том, как они исполняют определенные песни? С академической точки зрения это явление интересно анализировать как пример того, как в современной поп-культуре формируются эмоциональные нарративы. Маленький поступок, возможно, не предназначенный для публики, может превратиться в коллективный символ, вызывающий глобальный эмоциональный отклик. Это показывает, насколько сильна парасоциальная связь между айдолами и фанатами, а также то, как смыслы создаются совместно через интерпретацию, обсуждение и воображение. В контексте BTS, известных своей глубокой эмоциональной связью с ARMY, сюрприз Чингука стал идеальным катализатором. Но за всеми спекуляциями и кликбейтом стоит человеческая сторона, которую нельзя игнорировать. Чингук и Тэхён, несмотря на статус суперзвезд, остаются личностями, проходящими через сложные эмоциональные испытания. Мировое турне – это не только крики фанатов и свет софитов, но и давление, тоска и саморефлексия. Сюрприз, в какой бы форме он ни был, мог быть способом Чингука выразить личную поддержку Тэхёну, молчаливым напоминанием о том, что они не одиноки в этом путешествии. Шли дни, концерт в Дубае приближался, и эта история все еще не нашла своей точки завершения. Напротив, она продолжает развиваться, обогащаясь реакциями и интерпретациями ARMY со всего мира. Каждая улыбка, каждый взгляд, каждое мимолетное взаимодействие между Чингуком и Тэхёном теперь будут перечитываться и переосмысливаться. И, возможно, в этом и заключается истинная сила этого момента, не в самом сюрпризе, а в том, как он объединяет миллионы людей в общем любопытстве и сопереживании. И вот, когда огни сцены в Дубае наконец зажгутся и BTS предстанут перед десятками тысяч зрителей, один большой вопрос останется висеть в воздухе: стали ли мы свидетелями начала новой эмоциональной главы в истории BTS, тихо начатой простым сюрпризом от Чингука для Тэхёна? Ответ на этот вопрос может никогда не быть озвучен прямо, но именно эта неопределенность поддерживает жизнь в этой истории, заставляя ее биться в сердцах ARMY по всему миру. Эта неопределенность также наполняет каждую секунду пребывания BTS в Дубае особым смыслом, превращая город не просто в место проведения концерта, но и в невидимое пространство эмоционального перехода. С первого дня их приезда камеры папарацци и объективы фанатов следовали за ними по пятам, пытаясь уловить малейшие зацепки, которые могли бы подтвердить или опровергнуть слухи о сюрпризе. Но, что интересно, именно более закрытое, чем обычно, поведение участников сделало эту историю еще более многослойной. Никаких личных постов, никаких спонтанных комментариев. Словно вся группа согласилась позволить публике самой интерпретировать происходящее. В отеле, где они остановились, согласно внутреннему источнику, пожелавшему остаться анонимным, атмосфера была теплой, но тихой. Чингука и Тэхёна видели несколько раз сидящими рядом во время перерывов. Они не всегда разговаривали, но разделяли интимную тишину. Кому-то это может показаться обычным делом, но для ARMY, привыкших читать динамику группы, такие моменты говорят громче всего. Существует эмоциональный язык, не нуждающийся в словах, и именно здесь многие фанаты чувствуют себя тронутыми, не зная точной причины.
Спекуляции развились и в более широком направлении. Некоторые эксперты по попикультуре предположили, что сюрприз Чингука может быть связан с фазой эмоциональной зрелости BTS как группы. После многих лет давления индустрии, мирового внимания и почти нечеловеческих ожиданий участники находятся в точке, где каждый жест имеет исторический вес. Чингук, всегда известный как жизнерадостный и энергичный, в последнее время часто показывает свою рефлексивную сторону. Тэхён также склонен к художественному самовыражению и глубоким эмоциям. Встреча этих двух эмоциональных спектров в Дубае ощущается как слияние двух великих течений, которые наконец поняли друг друга. Накануне концерта репетиции шли с огромной интенсивностью. Но даже в закрытом зале история о сюрпризе продолжала жить. Кое-кто из персонала намекнул на незначительные изменения в порядке песен или, по крайней мере, способе их исполнения. Официального подтверждения не было, но A.R. и MY быстро связали это с эмоциональным моментом между Чингуком и Тэхёном. Станет ли определенная песня символом этого сюрприза? Была ли хореография или взаимодействие на сцене намеренно изменены, чтобы отразить их связь? Когда наконец настал день концерта, атмосфера Дубая изменилась до неузнаваемости. Океан фиолетовых лайтстиков заполнил арену, а крики зрителей раздавались еще до появления BTS на сцене. Именно здесь коллективные эмоции достигли пика. Каждый раз, когда Чингук и Тэхён оказывались в одном кадре на больших экранах, крики становились громче, словно аудитория инстинктивно искала ответы на вопросы, преследовавшие их с момента прибытия группы в город. Был короткий момент, когда Чингук похлопал Тэхёна по плечу в перерыве между песнями. И хотя жест был простым, реакция зала была взрывной. Многие признавались, что у них побежали мурашки, будто они стали свидетелями продолжения того самого загадочного сюрприза. Тем не менее, BTS так и не заговорили открыто о том, что произошло в аэропорту или за кулисами. В своих обращениях к фанатам Минт слова носили общий характер – о благодарности, о долгом пути и о значимости воссоединения с A.R. и MY в разных уголках мира. В этом и заключается эмоциональная сила. Без прямого объяснения каждая фраза звучит так, будто в ней есть двойной смысл. Когда Чингук говорит о «людях», которые всегда рядом в самые важные моменты, многие глаза тут же обращаются на Тэхёна. Когда Тэхён ответил замечанием об отношениях, которые не нуждаются в словах, некоторые зрители не смогли сдержать слез. С журналистской точки зрения этот феномен показывает, как нарратив может строиться не на очевидных фактах, а на информационных пробелах, заполненных эмоциями публики. Сюрприз Чингука для Тэхёна, возможно, длился всего несколько секунд, но его резонанс преодолевает время и пространство. Он становится символом не из-за того, что известно, а из-за того, что чувствуется. В цифровую эпоху, когда документируется все, именно моменты, не зафиксированные четко, часто обладают самой сильной притягательностью. После окончания концерта эта история не закончилась. Короткие клипы, скриншоты и анализ выражений лиц снова заполонили ленты новостей. Некоторые фанаты почувствовали облегчение, видя, что отношения между участниками кажутся прочными и полными поддержки. Другие все еще затаили тревогу, гадая, не подразумевает ли сюрприз нечто, что еще не готово к раскрытию публики. Является ли это признаком больших перемен в будущем пути BTS? Или это, напротив, укрепление их эмоционального фундамента как группы? Среди всего этого ясно одно – этот момент обнажил ту сторону BTS, которая редко освещается, сторону хрупкую, но сильную, простую, но значимую. Чингук и Тэхён через сюрприз, который так и не был подробно объяснен, сумели напомнить миру, что за блеском сцены и статистикой продаж стоят настоящие человеческие отношения, полные сочувствия и заботы. И, возможно, в конечном итоге, именно это стало самым большим сюрпризом для A.R. и MY. Не то, что дал Чингук, и не то, как отреагировал Тэхён, а осознание того, что путь BTS все еще наполнен маленькими историями, которые не всегда нуждаются в объяснении, историями, которые нужно просто чувствовать и хранить в сердце. Пока BTS продолжают свой тур в следующие города, за ними будет следовать эмоциональная тень сюрпризов Дубая, который тихо стал частью их долгой истории. Короткий момент, который, сам того не осознавая, связал миллионы сердец общим чувством, любопытством, трогательностью и нежеланием оставаться в стороне.
Эта тень не исчезла, когда BTS покинули арену в ту ночь. Со временем она стала только сильнее. В дни после концерта, когда плотный график снова захватил внимание публики, история о сюрпризе Чингука для Тэхёна не утонула в потоке новостей. Она живет в долгих обсуждениях, глубоком анализе и эмоциональных размышлениях фанатов, чувствующих, что с того момента что-то изменилось. Дубай стал не просто точкой на карте турне, а эмоциональным поворотом, который будут помнить долго после того, как погаснут огни сцены. Примечательно, что изменения не всегда выглядят масштабными или драматичными. Напротив, они проявляются в мелких деталях. Чингук, обычно полный смеха, теперь чаще на мгновение замолкает перед тем, как заговорить, словно взвешивая слова. Тэхён, известный своими спонтанными порывами, кажется более стабильным и спокойным, словно обрел внутреннюю уверенность, которая не видна, но чувствуется. Многие ARMY называют это иной энергией, аурой, которую трудно объяснить, но легко почувствовать. В контексте долгого пути BTS такой момент не первый. История группы наполнена эмоциональными вехами, которые поначалу казались незначительными, но позже стали маркерами новых этапов. Но уникальность сюрприза в Дубае заключается в моменте времени. Мировые турне всегда были испытанием на прочность. Даже для такой группы, как BTS, давление необходимости выступать идеально в каждом городе, встречая десятки тысяч зрителей завышенными ожиданиями и сохраняя при этом эмоциональный баланс, это настоящий вызов. В этот момент личный жест от Чингука для Тэхёна ощущается как эмоциональный якорь, нечто, что не дает ему идти по течению глобальных требований. Международные СМИ начали улавливать этот сигнал. В некоторых зарубежных статьях упоминается эмоциональная глубина BTS без уточнения деталей, но с явной отсылкой к взаимодействию участников, которое выглядит более интимным и вдумчивым. Аналитики индустрии развлечений говорят, что сила BTS не только в музыке или хореографии, но и в человеческом нарративе, который они последовательно выстраивают. Сюрприз Чингука, хоть и не подтвержденный официально, стал идеальным примером работы этого нарратива, маленьким поступком, открывающим огромные пространства для интерпретации и вовлекающим миллионы людей. С другой стороны, звучат голоса, призывающие публику не заходить слишком далеко в своих догадках. Они подчеркивают важность уважения частной жизни участников, напоминая, что не каждый момент должен нести в себе глобальное послание. Но даже эти голоса признают одно: реакция Тэхёна, запечатленная на видео, действительно была иной. В ней есть эмоциональная честность, которую трудно подделать, спонтанный отклик, который кажется настоящим именно потому, что не был предназначен для камер. По мере того, как BTS продолжали свой путь в следующий город, ARMY начали замечать закономерность. Всякий раз, когда Чингук и Тэхён оказывались рядом на сцене, от них исходило ощущение безопасности, не просто привычное взаимодействие ради фанатов, а комфорт, рожденный доверием и долгой общей историей. В некоторых выступлениях одного короткого взгляда между ними было достаточно, чтобы зал взорвался криками, словно все понимали, за этим стоит нерассказанная история. Эмоционально эта история влияет и на то, как фанаты воспринимают песни BTS. Тексты о том, чтобы быть вместе, путешествовать и поддерживать друг друга, теперь читаются по-новому. Старые песни снова кажутся актуальными, обретая дополнительный смысл. Многие ARMY признавались, что переслушивают дискографию BTS с иными чувствами, ища зацепки и резонанс, даже осознавая, что не все ответы можно найти в музыке. В конечном счете, возможно, в этом и заключается суть сюрприза Чингука для Тэхёна. Он не предназначен для объяснения, его нужно просто прочувствовать. В мире, требующем мгновенной ясности и быстрых ответов, BTS дарят живые моменты эмоциональной двусмысленности, моменты, которые не заканчиваются одной новостью или одним концертом. Эта история продолжает движение вместе шагами BTS от города к городу. И когда однажды это мировое турне вспомнят как часть долгой истории группы, велика вероятность, что история Дубая всплывет снова. Не как официальная запись в расписании, а как эмоциональный рассказ, передаваемый из уст в уста, от сердца к сердцу, история простого сюрприза, честной реакции и миллионов людей, почувствовавших связь благодаря этому. Может быть, мы никогда не узнаем точно, что Чингук сделал или сказал тогда, но именно в этом кроется сила.
В этом неведении AR и MUI нашли пространство, чтобы надеяться, чувствовать и верить, что за блеском мира развлечений BTS все еще сохраняют самые драгоценные, подлинные человеческие отношения. И пока эти отношения существуют, пока возможны такие маленькие сюрпризы, как в Дубае, путь BTS и эмоциональный путь их фанатов будет продолжаться, полный смысла, красок и историй, которые никогда не заканчиваются по-настоящему. В итоге, история прибытия BTS в Дубай и сюрприза Чингука для Тэхёна – это не та история, которую можно закрыть окончательным ответом или официальным заявлением. Вместо этого она черпает силу в тишине, в крошечных трещинах, оставленных открытыми для интерпретации миллионами фанатов по всему миру. Посреди суеты грандиозных концертов, плотных графиков и неугасаемого мирового внимания этот короткий момент стоит как напоминание. Путь BTS всегда был чем-то большим, чем просто музыка и сцена. Дубай стал свидетелем того, что отношения между участниками BTS все еще глубоко укоренены в сопереживании, заботе и эмоциональных узах, созданных с самых первых дней. Сюрприз Чингука, какой бы ни была его форма, и искренняя реакция Тэхёна открыли пространство для размышлений о значении единения, о негласной поддержке и о силе маленького жеста в моменты величайшей нужды. Для AR/MUI этот момент был не только удивительным, но и успокаивающим, словно подтверждающим, BTS все еще идут вместе, заботясь друг о друге и укрепляя друг друга на фоне неизбежных перемен. По мере того, как тур движется дальше, история Дубая будет жить как часть эмоционального наследия BTS. Она может не попасть в официальные архивы, но ее будут помнить как историю, которую чувствуют, а не описывают, историю сюрприза, тишины и связи, не нуждающейся в словах. И, возможно, в этом ее глубочайший смысл. За сиянием огней и ревом толпы BTS все еще сохраняют очень личные, человеческие пространства. Пространство, где один простой сюрприз способен взволновать миллионы сердец, вызвать слезы и оставить вопросы, намеренно оставленные без ответа. Этот вопрос будет резонировать всякий раз, когда имена Чингука и Тэхёна упоминаются вместе, напоминая нам, некоторые из лучших историй никогда не заканчиваются, они просто живут, растут и поселяются в сердцах тех, кто выбирает чувствовать.